Посмотрите на крупнейшие мегаполисы планеты. Они словно ведут бесконечную войну тщеславия, соревнуясь, чей технологический шпиль первым пронзит облака. Небоскреб сегодня – это главный символ богатства, прогресса и глобального доминирования. Но если вы посмотрите на карту самой богатой, развитой и влиятельной части света – Западной Европы, то обнаружите поразительную аномалию. Здесь практически нет гигантов из стекла и бетона. Взгляните на Париж, Рим, Берлин или Копенгаген. Многомиллионное население, колоссальные бюджеты, штаб-квартиры мировых корпораций, но города упорно отказываются расти вверх. Почему европейцы добровольно выбыли из этой архитектурной гонки? Неужели у них нет денег на амбициозные проекты? Или их инженеры уступают азиатским коллегам? На самом деле, ответ скрывает в себе вековую зависть к Америке, эхо разрушительных мировых войн, жесткие законы о солнечном свете и один трагический градостроительный эксперимент, который навсегда изменил облик целого континента. Сегодня мы заглянем за этот скрытый горизонт и разгадаем тайну, почему Европа объявила тихую войну небоскребам. Досмотрите до конца, и вы поймете, почему то, что кажется отсталостью, на самом деле величайшая роскошь современности. Чтобы понять, почему европейские горизонты остались плоскими, нам нужно перенестись на рубеж XIX и XX веков. Именно тогда в Соединенных Штатах Америки зародилось то, что мы сегодня называем культом небоскреба. В Чикаго и Нью-Йорке взрывной экономический рост совпал с катастрофической нехваткой земли на Манхэттене. Выход был один – расти вверх. Американский бизнес быстро понял – высотное здание – это не просто квадратные метры, это чистый престиж, монумент капитализму и символ превосходства молодой американской нации над старым миром. Каждый банк и промышленный магнат стремился возвести башню выше, чем у конкурента. В Европе в этот самый момент происходили совершенно иные процессы. Старый свет смотрел на американскую строительную лихорадку с явным скептицизмом, который со временем перерос в глубокое культурное отторжение. Европейские города формировались не вокруг офисов и бирж, а вокруг истории. В течение многих столетий главными архитектурными доминантами здесь выступали готические соборы, ратуши и королевские замки. Высота здания в европейском сознании всегда была тесно связана с духовной или государственной властью. Ничто не имело права быть выше шпиля Центрального собора, ведь это символизировало бы превосходство земного, материального богатства над вечными ценностями. Поэтому, когда из-за океана пришли новости о первых стальных гигантах, европейская аристократия и интеллигенция восприняли их как проявление дурного тона, безвкусицы и чисто американского тщеславия. Пресса того времени презрительно называла небоскребы бетонными коробками, лишающими города души. Европейские столицы уже имели свой уникальный, завершенный архитектурный ансамбль, создававшийся веками. Архитекторы Парижа, Лондона и Вены гордились гармонией улиц, единой линией крыш и обилием света. Внедрять в эту хрупкую экосистему огромные чужеродные американские башни казалось настоящим варварством. Таким образом, еще на заре высотного строительства Европа и Америка выбрали принципиально разные пути развития, заложив основу для ментального раскола, который окончательно оформился в середине XX века. Неприятие небоскребов в Европе долгое время оставалось делом вкуса и традиций, пока в середине XX века не произошел прецедент, который навсегда напугал европейских градостроителей. Этот феномен вошел в учебники по урбанистике под пугающим термином «брюсселизация». До Второй мировой войны столица Бельгии была одним из красивейших городов Европы, заполненным изящными зданиями в стиле ар-нуво и классицизма. Однако в 1950-х и 60-х годах власти города решили, что Брюсселю пора стать современной международной столицей, особенно на фоне размещения здесь штаб-квартир НАТО и Европейского сообщества. В город потекли колоссальные инвестиции, и начался хаос. Из-за отсутствия жестких законов о зонировании крупные застройщики получили полную свободу действий.
Они скупали исторические жилые кварталы целыми улицами, безжалостно сносили шедевры архитектуры и возводили на их месте высотные офисные башни. Самое циничное заключалось в том, что это делалось без всякого генерального плана. В результате Брюссель превратился в лоскутное одеяло. Представьте себе изящный старинный квартал, посреди которого внезапно торчит глухой бетонный небоскреб, полностью закрывающий солнце и разрушающий панораму. Город потерял свой неповторимый шарм, стал неуютным, агрессивным к пешеходам и разорванным на несвязанные части. Общественность была в ярости, но остановить этот процесс удалось далеко не сразу. Опыт Бельгии стал жестоким, но очень важным уроком для всей остальной Европы. Архитекторы и мэры других европейских столиц, от Амстердама до Вены, посмотрели на изуродованный Брюссель и осознали, что если пустить высотный бизнес в исторический центр, он уничтожит культурную идентичность города за считанные годы. Именно брюсселизация заставила европейские правительства экстренно принять строжайшие законы по охране исторического наследия. Застройщикам ясно дали понять, исторический центр – это священная и неприкосновенная зона. Если вы хотите строить свои стеклянные башни, ищите другое место, потому что старую Европу вам больше никто не отдаст на растерзание. Еще одной важнейшей вехой, навсегда разделившей архитектурные пути Европы и остального мира, стала Вторая мировая война. Это была колоссальная трагедия, которая оставила после себя сотни разрушенных городов. Огромные исторические центры в Польше, Германии, Великобритании и Франции буквально лежали в руинах. Когда дым рассеялся, перед правительствами пострадавших стран встал монументальный выбор, определивший будущее европейского градостроительства на века вперед. Что делать с этими гигантскими пустырями? В Азии или тех же Соединенных Штатах Америки подобная ситуация, скорее всего, привела бы к мгновенному высотному буму. Бизнес и власть увидели бы в расчищенных площадках идеальный шанс построить города будущего с нуля, с широкими проспектами, огромными автомобильными развязками и уходящими ввысь небоскребами из стекла и стали. Но европейцы пошли по принципиально иному, гораздо более сложному и дорогому пути. Для них разрушенные здания были не просто старыми кирпичами, а физическим воплощением их национальной идентичности, культуры и многовековой памяти, которую у них пытались отобрать. Большинство европейских стран приняло решение не модернизировать города в американском стиле, а с ювелирной точностью восстановить все так, как было до войны. Ярчайший пример – Варшава. Ее исторический центр был уничтожен на 85%. На протяжении десятилетий польские архитекторы, реставраторы и простые граждане по крупицам воссоздавали Королевский замок, Рыночную площадь и старинные улочки, используя уцелевшие чертежи, старые фотографии и даже пейзажные картины XVIII века. То же самое происходило в Дрездене, Мюнхене и десятках других городов. Люди сознательно отказывались от идеи современного мегаполиса в пользу возвращения своего истинного дома. Строить небоскребы на месте братских могил и разрушенных памятников культуры считалось кощунством. В результате этого колоссального труда Европа залечила свои раны, но ее города сохранили прежнюю, дочерченную еще в прошлых веках, невысокую этажность и верность традициям. Чтобы окончательно закрепить свое нежелание расти вверх, европейские города создали уникальную и самую жесткую в мире систему юридических ограничений. В Европе архитектурный облик города защищается не просто рекомендациями урбанистов, а суровыми уголовными и административными законами. В основе большинства этих правил лежит простая концепция. Ни одно современное здание не имеет права доминировать над историческими святынями и символами города, лишая жителей их законного культурного наследия. Взгляните, например, на Афины. Здесь действует непреклонное правило, которое часто называют законом Акрополя. В черте города законодательно запрещено строить жилые или офисные здания выше 9 этажей. Это сделано ради одной цели. Из любой ключевой точки греческой столицы человек должен беспрепятственно видеть Парфенон.
В Копенгагене главным ориентиром служат старинные шпили церквей и ратуши. Застройщик может обладать миллиардным бюджетом, но городские власти никогда не выдадут разрешение на строительство, если проект окажется выше этих исторических доминантов. Но, пожалуй, самая драматичная история борьбы за высоту развернулась в столице Франции. В 1973 году в Париже завершилось строительство башни Монпарнас, огромного 210-метрового монолита из темного стекла. Это был первый и единственный небоскреб, возведенный непосредственно в черте старого города. Реакция парижан была мгновенной и яростной. Здание сразу же окрестили шрамом на лице Парижа, а в прессе шутили, что с вершины Монпарнаса открывается самый красивый вид на город только потому, что это единственное место, откуда не видно саму башню. Общественный протест был настолько мощным, что уже в 1977 году власти Парижа пошли на беспрецедентный шаг. Они ввели строжайший высотный потолок для центральных районов. Отныне высота любых новых зданий не могла превышать 37 метров. Этот закон на десятилетия заморозил парижский горизонт, став наглядным примером того, как мнение граждан и любовь к историческому облику оказались сильнее амбиций крупного строительного бизнеса. Помимо истории и законов, существует еще один фундаментальный фактор, который объясняет, почему Европа осталась горизонтальной. Это демография и география. Задайте себе вопрос: зачем вообще городам нужны небоскребы? Ответ прост: это вынужденная мера. Когда на крошечном клочке земли собираются миллионы людей, а новые жители прибывают каждый день, у города просто нет другого выхода, кроме как расти в небо. Именно это произошло в Азии и Латинской Америке в конце 20 и начале 21 века. Взрывной рост населения и стремительный переезд людей из деревень в города заставили власти Гонконга, Шанхая и Сан-Паулу строить гигантские жилые высотки, чтобы банально расселить людей. Но в Европе демографическая картина выглядела совершенно иначе. Европейские страны прошли этап бурной урбанизации намного раньше, еще во времена промышленной революции. К середине 20 века рост населения здесь стабилизировался и замедлился. В европейских столицах не было и нет того безумного стихийного притока миллионов новых жителей, который мы наблюдаем сегодня в развивающихся странах. Городам просто не нужно было экстренно строить стоэтажные жилые муравейники. Но почему бы тогда не расширять города вширь, строя бесконечные малоэтажные районы? И здесь европейцы проявили свою фирменную прагматичность, создав уникальную систему транспортной связности. Вместо того, чтобы концентрировать всю жизнь, работу и развлечения в одной сверхплотной точке, они развивали инфраструктуру. В Европе построена, пожалуй, лучшая в мире сеть скоростных пригородных поездов и общественного транспорта. Человеку незачем жить в тесной квартире на 80-м этаже в центре мегаполиса. Он может комфортно и недорого купить просторный дом в тихом зеленом пригороде за 30-40 километров от работы, ведь современный поезд доставит его в центр города всего за 20 минут. Европейская модель градостроительства доказала, если грамотно распределить ресурсы и транспортные потоки по региону, то отпадает сама необходимость загонять людей в высотные бетонные коробки. Защита истории и отказ от высоток – это прекрасная философия, но в конце 20 века европейские столицы столкнулись с суровой реальностью глобальной экономики. Крупным международным банкам, технологическим гигантам и страховым компаниям требовались огромные современные офисы с открытой планировкой, мощными серверами и развитыми коммуникациями. Старинные особняки XIX века с их узкими коридорами, скрипучими лестницами и строгими запретами на перепланировку для этого категорически не подходили. Перед европейскими властями встал жесткий ультиматум. Либо города найдут место для крупного бизнеса, либо этот бизнес уйдет в другие страны, увозя с собой миллиардные налоги. И тогда Европа пошла на гениальный архитектурный компромисс, который сегодня называют жестким зонированием. Вместо того, чтобы смешивать эпохи, французы решили полностью разделить историю и бизнес.
В конце 1950-х годов на окраине Парижа, за пределами его официальных исторических границ, началось строительство специального делового района – Ла Дефанс. Идея была проста – дать бизнесу абсолютную свободу строить любые небоскребы из стекла и стали, но только на этой строго отведенной территории. Парижский компромисс сработал безупречно. Сегодня Дефанс является крупнейшим деловым центром Европы, где сосредоточены штаб-квартиры мировых корпораций. Но при этом исторический центр Парижа остался нетронутым и сохранил свой романтичный, малоэтажный облик. Эту успешную стратегию быстро переняли и другие европейские мегаполисы. В Лондоне, где исторический Сити уже не вмещал всех желающих, на месте заброшенных доков построили ультрасовременный высотный район Канари-Уорф. В Италии деловое сердце Милана вынесли в район Порто-Нуово. Даже во Франкфурте на Майне, который сегодня является самым высотным городом Германии, небоскребы сосредоточены в строго определенном финансовом квартале. Европа доказала всему миру, чтобы оставаться экономическим лидером и привлекать миллиардные инвестиции, совершенно не обязательно приносить в жертву свою историю и разрушать архитектурное наследие предков. В 21 веке на первый план вышла новая причина, по которой Европа сдерживает рост небоскребов. Это экология и забота о здоровье человека. В европейском обществе сформировался зеленый менталитет, согласно которому классическая высотка – это крайне неэффективная и экологически грязная конструкция. Производство стали и бетона для стоэтажной башни оставляет колоссальный углеродный след. Кроме того, такое здание потребляет гигантское количество энергии. Чтобы доставить воду на верхние этажи, нужны мощнейшие насосы, а лифты работают круглосуточно. Из-за стеклянных фасадов небоскребы превращаются в огромные парники. Летом они требуют непрерывного кондиционирования, а зимой – повышенного отопления. В Европе, где взят жесткий курс на экономию ресурсов, возведение таких энергетических пылесосов считается неоправданным. Но еще важнее – право человека на солнце. В европейском законодательстве ключевую роль играет понятие инсоляции, то есть времени, в течение которого солнечный свет проникает в окна домов. В странах Северной и Центральной Европы свет ценится на вес золота. Если возвести посреди района 200-метровую башню, она отбросит километровую тень, навсегда лишив сотни квартир естественного освещения. В Европе это считается прямым нарушением прав граждан на комфортную среду. Люди имеют законное право видеть небо и греться под солнечными лучами, а не жить в вечной искусственной тени коммерческих гигантов. Именно поэтому законы о защите света стоят на страже горизонтальной архитектуры так же строго, как и историческая память. Отсутствие лесов из небоскребов в европейских столицах – это вовсе не признак экономической отсталости или технологического бессилия. Это результат осознанного, глубоко продуманного выбора, где во главу угла поставлен человек, а не амбиции крупных финансовых корпораций. Пока остальной мир увлеченно соревнуется в высоте бетонных шпилей и плотности застройки, европейские города демонстрируют совершенно иной подход к качеству жизни. Европа сумела доказать, что современный успешный мегаполис может оставаться горизонтальным и при этом процветать. Секрет кроется в уникальном балансе. Европейцы не стали слепо копировать американскую или азиатскую модель урбанизма, а создали свою собственную. Они сохранили историческое лицо своих городов, защитили право каждого жителя на солнечный свет и чистый воздух, развили потрясающую транспортную доступность и вынесли весь крупный бизнес в строго отведенные резервации вроде квартала Дефанс. В результате получилась городская среда, которая идеально масштабирована под пешехода. Здесь приятно просто жить, гулять по улицам, не чувствуя себя песчинкой на дне гигантского бетонного каньона. Истинная сила Европы оказалась не в количестве этажей, а в умении уважать свое прошлое ради комфортного будущего. То, что на первый взгляд могло показаться консерватизмом, сегодня выглядит как самая настоящая урбанистическая роскошь. Роскошь иметь свободный, незастроенный горизонт и дышать полной грудью в самом центре цивилизации. А как вы считаете, правы ли европейцы,
так бережно охраняя свои исторические панорамы и заставляя города расти исключительно вширь и развивать транспорт, а не уходить в Поднебесье. Или современному мегаполису в 21 веке просто жизненно необходимы масштабные высотки, технологичные гиганты из стекла и футуристичный дизайн, без которых невозможно представить движение вперед. Напишите свое мнение в комментариях. Нам действительно важно устроить эту дискуссию и узнать, какой подход к архитектуре ближе именно вам. Уютная горизонтальная классика или устремленный ввысь прогресс. Если этот архитектурный детектив открыл для вас что-то новое, обязательно поддержите нашу команду. Ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, и подписывайтесь на канал «Скрытый горизонт». Каждая ваша подписка и активность помогают нам искать новые удивительные темы и тратить десятки часов на проверку самых надежных исторических фактов. Здесь мы регулярно исследуем привычные вещи с совершенно неожиданной стороны, погружаясь в самые захватывающие и неочевидные тайны истории, географии и нашей реальной жизни. Мы обещаем, что впереди вас ждет еще очень много глубокого и качественного контента, который заставит вас взглянуть на окружающий мир совершенно другими глазами. Огромное спасибо за ваше время и просмотр. Цените то, что скрыто от мимолетного взгляда. Оставайтесь с нами и до встречи в новых видео на просторах скрытого горизонта.